Представь, ты листаешь старый атлас, пожелтевшие страницы, странные очертания континентов. Все вроде бы знакомо. Европа, Азия, Китай, Россия. Но вдруг между ними ты замечаешь территорию, которой как будто быть не должно. Огромная, непонятная. Ты вглядываешься в надписи и не веришь глазам. Такого ты точно не видел в учебниках. Ты начинаешь копать глубже. Открываешь еще карты, и она есть везде. На французских, британских, американских. Это не ошибка и не фантазия. Эта территория реально существовала. Только вот в официальной истории тишина. Никто про нее не говорит. Как будто кто-то специально стер все то, что с ней связано. Осталась только эта карта и странное чувство внутри. Чувство, что здесь что-то не так. Будто что-то важное вырезали из прошлого. Сегодня я расскажу вам о месте, которое когда-то называли Тартария. Тартария – это не миф. На старых картах она занимала территорию от Каспийского моря до Тихого океана. Это настолько большой кусок земли, что в британской энциклопедии 1771 года было написано: Тартария – крупнейшая страна на планете, простирающаяся по всему северу Азии. Но уже к середине 19 века ее нет нигде, ни в картах, ни в энциклопедиях, ни в учебниках. Как будто кто-то щелкнул пальцем, и она исчезла. Европейцы называли тартар всех кочевников с востока. Монголов, татар, сибирские племена. Всех под одну гребенку. Для них они были дикарями, угрозой и чужаками. Даже само слово «тартар» в переводе с греческого означает «ад». Их демонизировали, рисовали чудовищами, которые в любой момент могут обрушиться на Европу. Что довольно странно, на некоторых картах Тартария была разделена на части: сибирская, китайская, московская и независимая. Это уже не просто дикое поле. Это государственное образование со своими границами и названиями. По официальной версии география уточнилась, названия заменили на более корректные, мол, Тартария – это просто общее название для земель, которые плохо знали. Но если это так, почему на картах разных стран ее всегда изображали почти одинаково? Почему она исчезает именно в 19 веке, когда Российская империя активно расширяется на восток? Есть версия, что ее уничтожили не войной, а забвением. Просто переписали историю. На территории бывшей Тартарии до сих пор находятся странные здания. Каменные конструкции с идеально ровными линиями, вентиляционной системой и тоннели. Вся эта архитектура выбивается из местной традиции. И что интересно, документов об их строительстве нет. Местные староверы иногда упоминают о землях предков, но говорят об этом тихо, будто рассказывают о чем-то запретном. Есть и более мрачная версия, что в 19 веке произошла глобальная катастрофа, которая уничтожила города и дала повод переписать карту мира. Все, что не вписалось в новую реальность, просто вычеркнули. Честно говоря, звучит все это как теория заговора. Но если Тартария выдумка, то почему ее рисовали почти 300 лет подряд? История – это не зеркало прошлого, а витрина, где выставили лишь то, что захотели. Кто-то решает, что войдет в учебники, а что будет стерто. Если когда-то можно было вычеркнуть целую империю, то сколько таких империй мы уже потеряли?